Что происходит в украинских ПХГ, кстати? Давайте глянем. А то мы что-то как-то про них давно не вспоминали. Давайте посмотрим. Они еще есть. Они еще есть, они еще функционируют. Притом, в отличие от тех же европейских ПХГ, они все еще работают на отдачу. То есть это данные на конец 2014 недели, это вот предыдущие. А на данный момент, исходя из той статистики, которую дает Gas Infrastructure Europe, в украинских ПХГ осталось менее 750 миллионов кубических метров. Для понимания, каждый день приносят антирекорды. Это вообще никогда не было. Вот просто никогда не было, чтобы оставалось так мало газа в подземных хранилищах и до сих пор не начали закачку. Хотя «Нафтогаз» сказал, мы 50% мощностей восстановили, которые были разрушены. Ну, благодаря глобальному потеплению, о котором нам так много рассказывают многие СМИ, видим то, что видим. В Европе тоже как-то с наполнением ПХГ слабенько, мягко будет сказано. Тем не менее. В общем, кстати, из Европы, вот мы транзит, а из Европы на Украину за первые вот эти 14 недель было поставлено почти 900 миллионов кубов. Роберт Фицо хоть немножко, но отыгрался. Газ приходит из Словакии, за транзит оплачивают услуги словацкой государственной компании. Но для Словакии это не самый выгодный вариант, потому что пока сохранялся транзит через ГТС Украины, ежегодный доход составлял порядка 500 миллионов евро. Сейчас будет значительно меньше. Собственно говоря, вот так. Если вдруг появятся какие-то замечательные другие новости по поводу того, как США запускают свои волосатые щупальца в украинскую трубу, которая принадлежит «Газпрому», как мы узнаем из некоторых заголовков в российских СМИ, мы вам обязательно сообщим, но пока вот как-то так. Я бы предложил следить за следующим. Если Дональд Трамп про деньги, то мы не только про газовую трубу услышим, что ее необходимо контролировать. Там есть еще нефтяные трубы, есть даже труба под аммиак. А это живые деньги. Там не только под аммиак, там есть и нефтепродуктопроводы. В общем, там много всякого интересного. С этой свинки еще можно снять шерстку. А не только виск. Но это ладно. Тут есть вопрос про энергопотребление дата-центров. Давайте так, вот если мы коснемся как-нибудь отдельно этой темы, задайте этот вопрос еще раз, мы его обсудим. Сейчас просто вопрос хороший, большой, но отвлекаться на него, хронометраж не резиновый, не сможем. Газа нет, но вы держитесь. А закачка может быть когда-нибудь. Да, закачать Украине придется хотя бы 8 миллиардов кубических метров в подземные хранилища. Где брать эти 8 миллиардов, непонятно. Европа продает, Фицо говорит, ребята, у вас товар. Я напомню, что у нас товар, у вас купец. У режима есть эксклюзивный вариант снижать объемы потребления. Если вы видите, что газа надо покупать слишком много, отдаете в следующую область, все в порядке. Пусть у кого-нибудь голова болит, а нам кубометров надо меньше. Бизнес-идея. Бизнес-идея. Я не про политику, только про бизнес. Добрый день. Вопрос по энергетике. В Иркутской области с появлением майнинга стремительно растет дефицит энергии. Власти и владельцы делают вид, в общем, называя это майнингом населения. Но многим понятно, что промышленный майнинг под контролем руководства одной крупной энергетической компании. Не будем озвучивать. И руководство области, видимо, как-то в этом замешано. Вы видите эту проблему? Смотрите, потребление... Вам не просто говорят, что это что это рост у населения. Там потребление в секторе не коммунальном, господи боже мой, в сегменте, в общем, населения выросло примерно на 90% с 2020 года. При том, что в 2020 году потребление начало расти, после того, как Китай со своей территории стал выдавливать майнеров. Поэтому... ваше возмущение понятно, но... давайте так. Вот изыски, что замешаны все, вот это в прокуратуру, пожалуйста. Мы точно не прокуроры. Мы не счетная палата. Обращайтесь в соответствующие органы. Что касается потребления майнеров, то на юге Иркутской области оно запрещено. По отчетам системного оператора, после введения запрета, потребление в объединенной энергосистеме Сибири снизилось. Причем снизилось настолько, что позволяет не строить электростанции на общую мощность 350 мегаватт. Поэтому говорить, что власти никак не реагируют, можно, если вы живете не в России. В России обычно такие вещи знают. Если вы пишете из других близлежащих стран,
Попробуйте почитать российскую прессу. Зайдите на сайты системного оператора Министерства энергетики и узнаете много нового и интересного. Про Европу. Про родную. Да, Европа отказывается от американского СПГ. Так мы следующую тему озаглавили. Ну, тем более, на ПХГ Украины мы посмотрели. Вот теперь посмотрим на ПХГ Европейского Союза. Это точка, на которой остановился отбор из подземных хранилищ Европейского Союза, и началась закачка. То есть отобрано было почти 70 миллиардов кубических метров. Ну, строго говоря, 69, но, если позволите, округлим, 70. И почему мы вот это упоминаем? Просто запомним, вот что 70 миллиардов отобрали, и, по идее, надо закачать. Отобрали от того уровня, который был достигнут на ноябрь 2024 года. А теперь сама тема. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Давайте сама тема, и у нас соответствующая цитата из РИА Новости по этой теме. Некоторые страны Евросоюза выступают за сокращение закупок американского сжиженного природного газа, чтобы снизить стоимость импорта, пишет Политико со ссылкой на дипломатов. Вот опять дипломаты. По данным издания, этот шаг противоречит позиции президента США Дональда Трампа, который предложил ЕС закупать американские СПГ на 350 миллиардов евро в обмен на уступки в торговой войне. Здесь как минимум две ошибки. Вот в этой короткой цитате. Две ошибки. И для того, чтобы в них разобраться, давайте для начала, как звучит оригинальная мысль из того самого Политико. Европейский Союз планирует сократить объемы закупок природного газа. Не американского СПГ, а природного газа вообще. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, что покупка большего количества газа – единственный способ положить конец торговой войне. Здесь тоже ошибка, кстати. Президент США Дональд Трамп не говорил «газ». Он говорил «энергоносители». Как это не удивительно? Европа, я понимаю, что все знают, что Европа покупает СПГ, но американцы продают, вот тут уже американцы, продают Европе еще нефть и нефтепродукты. Это тоже энергоносители. И как это не удивительно, 350 миллиардов никто не требует пустить на природный газ, на энергоносители. Но это ладно, это мелочь. А Европейский Союз, который планирует закупки природного газа... Сейчас. Мы сейчас еще бэкграунд. Это душевно. Мне кажется, вот каждый раз, когда это видишь, думаешь, как красота. Ну, синегдоха, метонимия, все нормально. Давайте еще одну цитату Политико, если можно, и мы вот объясним, что ж не так с этой темой. Можно еще одну цитатку вывести на экран, а если нельзя, то я ее так зачитаю. Вот. Понижение промышленного спроса может быть одним из потенциальных последствий тарифов Трампа, добавил, в общем, один из персонажей, из-за чего ЕС объективно будет сложнее покупать больше американского СПГ. К чему эта фраза? Смотрите. Во вторник страны ЕС представили планы по смягчению обязательных требований к пополнению запасов перед зимой, чтобы платить меньше за поставки. 7 стран – Франция, Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Словакия и Нидерланды – возглавили кампанию по ограничению целей по закупкам газа, выступая за снижение целевого показателя заполнения хранилищ с 90 до 80% при определенных обстоятельствах. Перевожу на русский. Сейчас нужно заполнять подземные хранилища не менее чем на 90% от их емкости. К началу отопительного сезона. И фактически сейчас европейцам надо действительно закачать 70 миллиардов кубов отобранных, чтобы вот этого показателя достичь. И появилось предложение снизить этот показатель. Чтобы меньше газа покупать, потому что если вы должны купить 70 миллиардов кубов за следующие полгода, то это будет давить на рынок и давить на цены. То есть они не отказываются конкретно от американского газа. Это вообще потрясающе. Чтобы европейцы не делали у нас такие... Это все вокруг американского газа. Нет. У них есть конкретные проблемы, которые они пытаются решать. Плохо, хорошо, неважно. Но к американскому газу и к Дональду Трампу это не имеет отношения. Они про Трампа там упоминают в том контексте, что, ребят, батюшка Трамп, войди в положение. 70 миллиардов кубов надо закупить.
Мы не можем, ну, цены будут высокими. Мы тут, наоборот, хотим нормативы снизить, чтобы меньше закупать. Как же мы больше-то у тебя купим? Родненький ты наш. Мы меньше купить хотим. Не твоего газа, мы к нему со всем уважением. Но в целом газа мы хотим купить меньше. А мне кажется, что вот эти 7 стран понимают, что падение спроса на газ будет продолжено, и поэтому закупать все 70 миллиардов уже и не надо. За время, которое пройдет до начала отопительного сезона, еще часть промышленности удастся закрыть и сэкономить на закупках газа. На всякий случай напоминаю, что на кладбищах вообще потребление газа 0. Так что пределов для совершенства нет. Если за полгода сократить потребление газа миллиардов так, на 10 кубов, вот и полный порядок. Ну, в общем, да. То есть речь о том, чтобы... Ну, там даже, кстати, не на 10 миллиардов. Там чуть меньше получится. Для примера. Ну, хорошо. Для примера. Это уже было. Что, за год скинуть 10 миллиардов кубов потребления, да, легко. И это тоже эксклюзивный вариант. Есть эксклюзивный вариант у киевского режима торговать областями, чтобы газа поменьше закупать. Есть возможность экономить на газе. Надо просто закрывать заводы. Ну, кстати, закупки из США ведь уже выросли. То есть сейчас тут к вопросу о том, что они хотят конкретно закупки в Штатах сократить, это вот всем можно полюбоваться. Это конкретно импорт СПГ в течение каждого отдельно взятого месяца. Вот можно посмотреть на итоги марта. Март продемонстрировал рекордные объемы импорта СПГ, рекордные объемы импорта конкретно с американского направления. Тут вот какой момент. По итогам первого квартала импорт из США установил рекорд. 18,4 миллиарда кубов. Это, примерно... В пересчете на обычное состояние. Да. Это в пересчете на регасифицированные объемы. Вот. 18,4. Из России там примерно 10 миллиардов кубов было импортировано в первом квартале. Что, конечно, маловато будет, но имеем, что имеем. Тут как раз вопрос по этому поводу нам задают, мы его сейчас прокомментируем. Тут вот какой момент хотелось бы в связи с этим обозначить. А что ж в марте-то выросли закупки? Если хотят сократить. Мы же читаем заголовки, вот прочитали вам текст. Хотят сократить закупки в США. Почему выросли закупки? А они выросли по 2 причинам. Первая причина называется высокие цены, потому что в Европу продавать выгодней. Там цены выше, чем в Азии. Все, разворачиваемся, плывем в Европу. И второе, Китай ввел пошлины на американские СПГ. И что делать американскому СПГ на китайском рынке, который продают там китайские компании? Так, на секундочку, не американские компании, китайские компании. У китайских компаний есть, в числе прочего, долгосрочные контракты. Закупки надо осуществлять. В Китай поставлять по такой цене невыгодно, потому что нет таких цен внутри Китая. Поэтому мимо Китая двигаемся дальше в эту самую Европу и втюхиваем, предлагаем приобрести этим замечательным европейцам, которые не вымирают. Пишут нам, чем дороже будут покупать у США, тем медленнее сможет перевооружаться для войны с нами. Они не у США дорого покупают, в том-то и дело. Тут вообще проблема в том, вот с этой всей газовой историей, что они покупают не у США, они покупают у своих же компаний. Те берут у своих компаний, у китайских, у южнокорейских, у японских немножечко. Те берут газ в США и дальше везут его для простоты туда, где больше платят. Платят в Европе, повезем в Европу. А в Европе цены устанавливают биржевые торги. Местные торги, то есть не американская биржа, местная биржа. То есть это не Америка навязывает разнесчастной Европе дорогой газ. Это в Европе установились такие цены, что туда выгодно поставлять. Точка. Это их европейские правила привели к росту цен. Немного переверну картину. Похоже, что санкции против «Газпрома» — это попытка контролировать производство продукции в Китае. Какие санкции на «Газпром» были наложены? И на газ «Газпрома»? Я не вижу здесь взаимосвязи, потому что российский газ рекордными объемами идет по трубе «Силы Сибири» в Китай. Так что нет. И санкции касались «Газпромбанка». Да. Не сам «Газпром». Это вообще «Газпромбанк», несмотря на название, в группу «Газпром» не входит. Я понимаю, это вообще очень странная история, но вот что имеем, то имеем. В общем, дорогие друзья, вот как-то так выглядит эта вся история. Вот, понимаете,
тут нам приходится расшифровывать в рамках нашего вот этого часового эфира, что же имели в виду наши уважаемые новостные агентства, когда описывали какие-то события, происходившие вокруг газовой сферы. Еще раз, европейцы от конкретно американского газа не отказываются. Они пытаются не допустить скачка цен летом за счет того, что они снизят нормативы закупки газа для наполнения подземных хранилищ. То есть не надо так много закачивать в ПХГ, значит, можно меньше покупать. Если меньше покупаем, есть надежда, что уже ажиотажного спроса и роста цен не будет. Кто-то предлагает снизить сам норматив. Ну, я, будучи человеком добрым, предлагаю более надежный вариант. Закрыть 10-2 заводов, все в порядке. Ну, так давайте это вот, кстати, сейчас и посмотрим. А что там с индексом промышленного производства в Европе? У нас есть график. У нас есть красивый график. То есть ты уверяешь, что ко мне уже прислушались? Уже да. Все в порядке? Да. Я же говорю, что это надежно. Даже 2 графика есть. Давайте вот... Это надежнее. Посмотрим, что с промышленным производством в ЕС как раз-таки. Ну, наши постоянные зрители знают, мы обожаем графики, схемы. Ой, просто красота. Мне кажется, люди нас смотрят только ради этого. На что мы смотрим с вами? Это индекс промышленного производства в Европейском Союзе. 27 стран Европейского Союза, которые составляют его сейчас. Понятно, что в какой-то момент, там, года до 2020-го туда входила Великобритания. На этом графике Великобритания не учитывается до 2020 года. Еще раз, только те 27 стран, которые вот сейчас. Кто источник? Мы сами составили? Нет, это Евростат. Вплоть до 2024 года включительно. И что мы видим? Ну, во-первых, мы видим, что где-то там до 2007 года был рост. После 2007 года было падение, ну, понятно, мировой экономический кризис, а потом долгое выползание из ямы, в которую упали в 2009 году. Немножечко приподнялись в самом начале 20-х годов, и хопа, снова падение. Кстати, говорят, и постоянные читатели моего телеграм-канала «Нефтегазовая игра» эту шутку уже видели, но теперь в эфире ее повторю. А говорят, никто не вернется в 2007 год. Вот экономика, а точнее промышленное производство Европейского Союза вернулось в 2007 год, и это отнюдь не победа. По идее, у вас должно было продолжаться увеличение этого показателя. А вы... Если смотреть на потребление газа, Европа в такой год вернулась, какой там, 90-й, что ли? А 94-й, там, ой, там красота, да, 94-й, немножечко легкий вайб 90-х. А давайте второй график. Второй график еще веселее, особенно если мы его разберем подробнее. Вот вроде бы это тот же самый, только еще какая-то линия появилась, да? Вторая линия, зелененькая, это Германия. Локомотив Европейского Союза. Да, мне вообще очень нравится. А что же за промышленное производство они рисуют вот на этом графике из 27 стран, если в Германии промышленное производство падает опережающими темпами? Примерно на 8 процентных пунктов относительно эталонного 2021 года. Они с 2021 годом сейчас сравнивают. Падение продолжилось в 2024 году. У кого там был рост? Что это за промышленное производство росло за пределами Германии? Секрет. Но это Евростат. Что поделать? Иначе, как прибалтийские тигры. Тут, кстати, у нас вспоминают прибалтийских тигров ввиду их пиратства. Пиратство потом как-нибудь разберем. Либо вот на геоэнергетику инфо заходите. Там, скорее всего, эта тема всплывет, извините за невольный каламбур. Короче говоря, да, с промышленным производством что-то не задалось. Еще раз, это не мы придумали график, это не мы его составили, это Евростат. И особенно показательна ситуация в Германии, которая промышленный локомотив, которая, собственно говоря, наиболее пострадавшая сторона, видимо, получается в Европе и как экономика, и как такой вот лидер экономический в целом Европейского Союза. Зато газа будет потреблять меньше. Это, кстати, да, это хорошо. И это, конечно, удержит цены на приличном уровне. Чем больше закрытых заводов, тем дешевле газ. Вот, если вдруг вы из правительства Германии и смотрите нас, прислушайтесь к Борису. Он вам плохого не посоветует. Тем более, понимаете, если снижать показатели, которые придумала Еврокомиссия, это голосовать надо, собираться. А так просто закрываешь завод, все в порядке. Молча. Никому ничего не говоря. Нигде не голосую. Завод за заводом, и все в порядке. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба,
для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.